Дорогие девы, февраль 2026 года – это месяц вашего профессионального роста. Предложения о проектах, работа с технологиями, обучение и внедрение инноваций – все это поддерживает энергия месяца. Инициатива и умение смотреть на процессы шире принесут хорошие результаты. Однако с финансами следует быть внимательнее. Сейчас не время для необдуманных трат или резких инвестиций. Интуиция в феврале усиливается, особенно после 18 числа, когда Солнце и Венера перемещаются в Рыбы. Ваш внутренний навигатор становится точнее, но одновременно появляются неясные моменты в коммуникациях и документах. Старайтесь записывать свои идеи, так вы сохраните ценную информацию и сможете использовать ее после выхода Меркурия из ретрограда. Кармические влияния этого месяца подсказывают, ваши решения имеют долгосрочные последствия. Февраль проверяет дисциплину и способность доводить проекты до конца. Если вы склонны откладывать важные дела, сейчас это будет особенно заметно, и последствия не заставят себя ждать. Но те, кто умеет планировать и видеть на шаг вперед, смогут существенно укрепить позиции в профессии и личной жизни. Энергия месяца также открывает перспективу для личного развития, а взаимодействие с коллегами и партнерами будет проходить эффективно. Используйте интуицию, фиксируйте идеи и готовьтесь к изменениям, которые начнут проявляться уже в конце месяца. А теперь давайте подробнее разберем начало февраля и начнем с полнолуния во Льве 2 числа. Для Девы этот день особенно важен в профессиональной и личной сферах, потому что Лев акцентирует проявление индивидуальности и лидерских качеств. Вы можете оценить реальный потенциал текущих задач и понять, какие идеи стоит развивать, а какие даже закрыть. Особенно это касается проектов, связанных с творческим подходом, обучением, коммуникациями и командной работой. Ваши аналитические навыки сейчас работают на максимум, и важно использовать их. В работе с финансами обратите внимание на обязательства, договоры и соглашения, которые вы подписывали ранее. Все недочеты и упущения станут видимы, и это шанс вовремя исправить ошибки. В личных отношениях будьте честны с собой и окружающими. Конфликты, которые копились, могут выйти наружу, но не избегайте их. Старайтесь действовать рационально и не поддавайтесь эмоциям. Полнолуние во Льве – это не просто момент эмоционального всплеска, это инструмент для оценки эффективности ваших действий и планов. Помните о том, что все решения и шаги, которые вы примете в этот день, будут отражаться на весь февраль. Используйте энергию Луны для улучшения проектов, укрепления финансовой позиции и выстраивания прочных связей с людьми, от которых зависят ваши цели. 14 февраля Сатурн переходит из Рыб в Овен. Это важное событие, которое определяет энергию ближайших 2 лет. Для вас этот переход особенно значим. Он задает новый уровень требований к дисциплине и личной ответственности. Если прошлые месяцы позволяли плыть по течению, то теперь от вас ждут точных решений и конкретных действий. Сатурн в Овне акцентирует сферу личной инициативы. Это период, когда невозможно откладывать задачи и перекладывать ответственность на других. Напрямую затронется профессиональная сфера. Проекты, где вы долго ждете идеальных условий, потребуют прямых действий и жестких шагов. Промедление приведет к потерям, а своевременные решения укрепят ваши позиции и авторитет. Девы, которые привыкли анализировать и планировать, сейчас получают шанс соединить намерение с активностью. Каждый шаг должен быть осознанным и подкрепленным четкими действиями. Финансовая сфера также чувствует влияние Сатурна в Овне. Расчеты, вложения, долгосрочные планы – все требует аккуратности. Сейчас важно объективно оценивать проекты и избавиться от того, что не приносит пользы. У вас есть возможность освободить время и силы для того, что действительно имеет потенциал. Личная и кармическая сферы тоже под влиянием Сатурна. Решения, которые вы принимаете сейчас, имеют долгосрочные последствия для отношений и социального окружения.
День влюбленных совпадает с переходом Сатурна, и хотя это не повод драматизировать романтическую сторону, энергия планеты подсказывает, честность и прямой подход в отношениях будут ценнее всего. Легкомысленные обещания или откладывание разговоров на потом могут создать напряжение, а осознанные шаги укрепят доверие и взаимопонимание. Запомните главные советы на этот период. Ставьте конкретные цели. Проверяйте проекты и обязательства на реалистичность сроков. Не бойтесь инициировать перемены там, где ранее действовали мягко или отступали. В отношениях и общении проявляйте честность, это укрепляет позиции и снижает риск конфликтов. Сатурн в Овне требует от вас сочетания внутренней дисциплины с готовностью действовать прямо. Энергия этого периода проверяет способность доводить дела до конца. Если вы сможете применить аналитическое мышление вместе с решимостью, выйдете из февраля с ощутимым усилением профессионального и личного потенциала. И напоследок, именно в этот период формируются новые привычки и подходы к работе, финансам и личной ответственности. Решения февраля будут влиять на следующие 2 года, и чем точнее вы действуете сейчас, тем стабильнее и плодотворнее будет ваша жизнь в будущем. Далее следует еще один из ключевых дней месяца и года – это новолуние и солнечное затмение Водолея 17 февраля. Для Девы это прежде всего шанс переосмыслить профессиональные цели, стратегию развития и отношения с окружающими, особенно в сферах, где требуется смелость и инновации. Профессиональная сфера ощущает мощный импульс. Проекты, которые долго находились в стадии подготовки, ждут конкретных действий. В это время важно быть внимательными к деталям, но при этом не бояться пробовать новые подходы. Те идеи, которые вы считали рискованными, могут дать значительный результат, если подходить к ним продуманно. Именно в этот день формируются возможности, которые будут влиять на ближайшие месяцы, и ваша способность действовать осознанно определит успех. Финансовая сфера также под прицелом затмения. Появляются возможности для пересмотра бюджета, оптимизации расходов и усиления долгосрочных инвестиций. Новые предложения, контракты и соглашения следует внимательно проверять. Затмение не терпит поверхности, и ошибки, допущенные в этот период, станут заметны позже. С другой стороны, смелые и продуманные решения могут обеспечить качественный скачок в доходах и ресурсах. Кармические влияния особенно чувствительны в этот день. Солнечное затмение подталкивает к прощанию с прошлым. Пора оставить старые отношения, привычки и проекты, которые не приносят развития. Важно подходить к решениям не импульсивно, а осознанно. Энергия Водолея помогает раскрыть нестандартное мышление и способность видеть системные изменения вокруг вас. Для вас это время, когда логика и аналитика соединяются с интуицией. Используйте этот день для планирования следующего шага и фиксируйте идеи письменно, чтобы не потерять ценные импульсы, которые принесет затмение. 26 февраля Меркурий начинает ретроградное движение в Рыбах. Для Девы это период, когда привычные дела сталкиваются с непредсказуемостью, а рабочие процессы могут давать сбои. Зеркальная дата усиливает эффект перехода. День и последующие недели создают эффект отзеркаливания. Все, что казалось стабильным, может потребовать пересмотра, а старые проекты и недоделанные задачи возвращаются в поле внимания. Профессиональная сфера под ретроградным Меркурием требует особой осторожности. Любые договоры, проекты, рабочие документы стоит проверять дважды. Ошибки, которые могли быть не замечены раньше, сейчас станут видимыми. Период идеально подходит для анализа, корректировки планов и завершения недоделанных проектов. Также и финансы чувствуют влияние ретроградного Меркурия. Любые переговоры и сделки должны проходить внимательнее обычного. Есть риск недопониманий и задержек. В это время лучше уточнить условия контрактов и привести в порядок бюджет. Девам важно не поддаваться спешке и держать все расчеты под контролем, чтобы в марте избежать хаоса и потерь. Также затрагивается и личная сфера. Становятся более явными недопонимания и старые конфликты.
Зеркальная дата добавляет элемент возвращения. Старые люди, идеи или эмоциональные темы могут вернуться в вашу жизнь. Используйте это как возможность закрыть старые циклы и корректно расставить приоритеты. Будьте готовы к тому, что некоторые вещи потребуют пересмотра. Воспринимайте это как шанс улучшить процесс. Энергия этого ретрограда может быть сложной, но она несет и пользу. Возвращая старые, она помогает исправить ошибки, улучшить стратегию и подготовиться к марту. Если вы сможете действовать спокойно, внимательно и методично, то вы выйдете из февраля с ясной картиной будущих шагов и готовыми решениями для реализации важных целей. Помните о том, что 26 февраля – это не просто дата, это зеркальный день, который отражает то, что требует внимания и пересмотра. Используйте его как точку контроля и планирования, чтобы обеспечить успешный старт нового цикла. Друзья, февраль – месяц насыщенный, местами напряженный, но при этом имеет огромную значимость. Вы получаете ясность в профессиональных проектах, укрепляете финансовую дисциплину и разбираетесь с тем, что тянет назад. Сатурн, затмение и ретроградный Меркурий помогают определить, где вы действительно сильны. Вы завершаете месяц с конкретным пониманием своих целей, планов и ресурсов. Важные решения приняты, старые задачи закрыты, а новые идеи зафиксированы для будущей реализации. Энергия февраля задает прочную основу на ближайшие месяцы. Действуйте с вниманием и дисциплиной, и успех станет результатом вашей работы. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для Девы на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!